Сейчас 9:30 вечера, и Одесса погрузилась во тьму. На улицах не работает уличное освещение, в домах ни у кого нету света. Свет есть только в магазинах, в которых и есть генераторы, и в аптеках, в которых есть генераторы. Посмотрите, какая темень. У нас с 12 часов ночи, и вот сейчас 9:30 вечера. За все это время свет был только 1 час. Вы представляете? 1 час. Все остальное время света дома нету. Спасибо, пока есть вода. Но мы понимаем, что ее в любой момент тоже могут отключить. И это будет совсем беда. По улицах даже страшно гулять. Потому что очень темно. И без фонарика совсем нереально это делать, особенно во дворах. Потому что иди знай, что может случиться. Вот такие вот дела. Ситуация очень серьезная. У нас в холодильнике растаяла вся еда за сутки. Все мясо, которое было в морозилке, и рыба. И большинство с этих продуктов уже придется выбросить. Вот так в Одессе вечерами весело. А говорят, завтра света снова не будет. Смотрим, будем надеяться, что все же нам повезет. Такая ситуация во всей Украине. Мы не исключение. В Одессе полный блэкаут. Приветствуем вас на своем канале. И только что мы вам показали, какие в Одессе сейчас вечера. Привет из уже жаркой Одессы, и несмотря на сложную ситуацию в городе, мы все равно сегодня постараемся вам показать немного красоты. Это просто божественно красиво. Мы раньше такого не видели. За последние годы Одесса действительно преобразилась, и эти цветущие розы просто по всему городу, но в парке Горького, в парке Марка Твена, сейчас это просто невероятно красиво. Посмотрите, они их пустили, садовники пустили их по забору, и они просто вверх вот так вот поднимаются по сетке, а сверху еще петуния. И выглядит это просто сказочно. И на фоне этих шикарных одесских роз мы хотим передать привет нашей зрительнице Людмиле Полищук, которая нам написала в комментариях: девочки, идите снимите эту божественную красоту. Да, здесь действительно очень красиво. Мы сами посмотрим и вам покажем. На самом деле в Одессе сейчас действительно очень сложная ситуация, потому что жить без электроэнергии и еще под обстрелами очень страшно. Вчера у нас не было целый день света, как я говорила в начале видео, был он всего лишь 1 час за весь день, но сегодня нам повезло, и именно конкретно в нашем районе, на нашей улице сегодня был с утра свет, хотя у других, судя по работающим генераторам, его не было. Сегодня в Одессе в связи с сложившейся ситуацией с электроэнергией половина электротранспорта просто не будет ездить, и поэтому мэрия города сразу всех предупредила, что троллейбусы, трамваи будут ездить не в полном режиме, поэтому заранее нужно планировать все свои поездки. Несмотря на то, что сегодня утро и сегодня среда, ой, какие голуби красивые, то в парке очень много людей и детей с родителями. Все подкармливают здесь голубей, поэтому посмотрите, какое их большое количество. Поразводилась. Женщина вот их кормит, и все туда бегут к ней. Понятно, что у всех нас, у каждого свои проблемы и общие. Ситуация сложная, напряженная, но красоту надо видеть в каждом мгновении, потому что жизнь слишком коротка. Все хорошо, конечно, но невероятно жарко. Сегодня обещают 30 градусов, хотя передавали шквалы и непогоду. Первый уровень опасности в Украине по сильному ветру
и грозам, но жара просто неимоверная, небо голубое. Не знаю, когда там у нас будут эти шквалы, но пока хочется только на пляж. Несмотря на то, что ситуация в городе напряженная, как мы вам рассказываем, одесситы не сдаются, все шутят, особенно по поводу того, что у нас повысился тариф в 2 раза на электроэнергию. Но так как его отключают, этот свет, то придется очень здорово сэкономить. И можно в связи с отключением света также экономить на мясе, на рыбе, потому что их покупать не будешь, потому что их негде хранить. Также общественный транспорт. Наверное, все будут ходить и пешком или ездить на маршрутках. И вообще в квартире появилось очень много ненужных аксессуаров в виде холодильника, стиральной машинки, утюга, кондиционера и так далее и тому подобное. Но мы надеемся, что это временно, что все будет хорошо и нормально, потому что в такую жару, которая идет на город, без электроэнергии быть очень сложно. И нас предупреждают, что отключение света в июле может быть по 10 часов. Поэтому готовимся к худшему, но все же надежда остается на лучшее. Посмотрим. А вот как арку красиво украсили розами. Пришел в парк, а такое чувство, что оказался в какой-то сказке. И чувствуешь себя принцессой. Сразу поднимается настроение и растет уровень положительных гормонов, счастья и радости. Смотрите, какая прелесть. Толстенький такой. Эй, ты симпатяга. Уже ему жарко, и он еле идет. Еле шутки шутками, а очень большом убытке также предпринимателей, потому что им все время нужно включать генераторы, а топливо сейчас достаточно дорогое. И все понимают, что сейчас вырастут цены на продукты питания, на топливо, на другие услуги, которые связаны с электроэнергией. И, конечно, все очень расстроены. Люди отдыхают. Мы удивлены, что с утра столько людей пришло в парк. Просто хотя бы подышать воздухом и развеяться. Действительно, когда сюда приходишь, то немного можно снять стресс, который накапливается у одесситов ежедневно. Ну посмотрите, как красиво. Невозможно нарадоваться. Еще этот паровозик. Яркие краски. Боже, какая прелесть. Этот парк выглядит невероятным. Для всех, кто живет в Одессе, вот приглашаем вас сюда прогуляться. Людмиле еще раз большое спасибо за то, что она нам посоветовала сюда сейчас прийти, потому что здесь действительно сказка. В последнее время часто в комментариях под видео нам начали писать одесситы, которые выехали за границу с детьми и хотят вернуться домой. Что вам хотим сказать? Это все ситуация сложная, особенно если вы непривычные, у вас 2,5 года не было дома. Очень тяжело привыкать к тревогам, к взрывам, к отключению электроэнергии. Поэтому хотим сказать, если у вас есть где жить и у вас маленькие дети, посидите пока еще, наверное, за границей, или просто приедьте на море, посмотрите, как для вас обстановка, потому что кто здесь с первого дня начала войны, тем нормально. А вот те, кто приехал недавно, в основном все возвращаются обратно. Крупненький. Ой, он такой большой, лучше его не звать, Ирина. Вчера, 4 июня, почтили память погибших во время войны деток. Всего в Одессе погибло 11 деток, в Одесской области 2 и 9 детей в Одессе. И возле Одесской областной администрации высадили 11 деревьев сакуры. Это красиво, это будет памятью, но, к сожалению, жизнь детям уже никто не вернет. Абсолютно ни за что погибло 11 ангелочков. И это только в Одесской области, а по Украине, конечно, их гораздо больше.
Наші drodzy, nasi kochani widzowie z Polski, nasza kochana YouTube rodzinka, my ciągle o wszystkich Was pamiętamy. My zawsze cieszymy się, że jesteście z nami i zawsze bardzo radośni, kiedy piszecie nam komentarze. I dziękujemy Wam bardzo zawsze za wszystko. I oczywiście przekazujemy pozdrowienia do wszystkich naszych widzów z Polski. Так, и привет всем из Одессы. I buziaczki. Бузячки. Ну что хочется сказать, что люди у нас сильные, все мы переживем, все поборем, все у нас будет хорошо. Главное, чтобы все были целыми, здоровыми, и хочется, чтобы меньше на город летели ракеты, и хочется, чтобы в целом все было хорошо и спокойно. И все на это очень надеются и этого ждут. И что мы хотим сказать? Мы не жалуемся с Викторией, не унываем. Одесса сейчас находится в более выигрышном положении, в отличие от Харькова, Николаева, Херсона. Мы надеемся, так и будет дальше. Надеемся, так и будет, потому что Одесса принимает очень много переселенцев. Экономия света, отключение электроэнергии – это полбеды. Самое главное, чтобы над нами было мирное небо. А этого нам очень не хватает, потому что в Одессе небо в любой момент что-то падает на голову. Мы надеемся, у всех все будет хорошо, все будут здоровы и целы. Мы желаем вам хорошего дня, хорошего настроения, несмотря ни на что. И спасибо, что остаетесь с нами. Одесса не сдается, одесситы не сдаются. Все у нас будет хорошо. И украинцы не сдаются. Все будет хорошо. Целуем, до встречи в следующем Целуем, видео. обнимаем. Уже снова нету, как мы и говорили, включились генераторы. Электроэнергия была совсем недолго. Снова отключились светофоры и снова иногда коллапс. Ничего не работает.